и цифр. Постараемся с вами совместно разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Одесса. Итак, друзья, перед вами карта. Карта той части Украины, которая у нас называется Причерноморский регион, куда входят три крупных областных города-центра. Это Одесса, Николаев, Херсон. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Также хочу напомнить вам, друзья, был такой, помните, Шерлок Холмс. Он, так сказать, в своих расследованиях применял научную методологию, и один из методов, который он очень любил, это был метод дедукции. Я также в своих исследованиях, ну, разницу чувствуете, он расследования проводил, ну, по сути дела, это уже исследовательская деятельность. Я занимаюсь исследованиями и также применяю метод дедукции. То есть это от общей картинки мы переходим к частному. И вот сейчас я вам демонстрирую данный метод. Мы сначала проговариваем сводные данные о том, что произошло в целом на рынке жилой недвижимости город Одесса. И потом уже переходим к декомпозированным данным, то есть это такие данные, которые более развернутые, по классам будем говорить, и по сегментам рынка недвижимости, ну это первичный и вторичный рынок. Итак, друзья, начинаем. Город Одесса. Население довоенное 993 тысячи, то есть практически это был город-миллионник. Сейчас я предполагаю, что тысяч на 200 стало меньше жить там людей. То есть это порядка, наверное, ну, 700 тысяч. Напишите мне, кто одесситы меня смотрит, визуально, насколько больше стало людей, меньше. Хотя сейчас еще не сезон, вы, наверное, как раз вот точно угадаете, количество именно одесситов, которое осталось жить. Я думаю, что все-таки на 200 тысяч, может, на 300 стало людей меньше в Одессе жить. Итого, скорее всего, это 700 тысяч. Ну, в общем, напишите, да, напишите, мне будет интересно. Дальше, количество предложений, друзья. Внимательно, вот здесь предложения мы говорим о квартирах, которые выставляются для продажи в средствах массовой информации, то есть через интернет-порталы, сайты, электронные доски или ну, вот все, что находится в интернете, в паутине интернета, сайты, все это предложения, это не продажа, это вопрос, который мне ну, постоянно задают. Откуда ты знаешь, за сколько продана квартира? Да я не знаю, за сколько продана та или иная квартира. Но я вижу предложение, то есть риэлторы, они ж как бы выставляют квартиру для продажи и выставляют ее с определенной стоимостью. Я это все вижу, обрабатываю, применяю определенный коэффициент торга в зависимости от фазы, в которой находится рынок недвижимости, и уже показываю рыночную стоимость, не цену, а стоимость квадратного метра того или иного класса или того или иного сегмента. Итак, количество предложений, которые попали в генеральную выборку, 36 800 объектов жилой недвижимости, первичный и вторичный рынок присутствует в выборке. То есть это ну, огромное количество с точки зрения статистики объектов. Напомню вам, что это также называется репрезентативная выборка, то есть там вообще больше 2000 уже считается репрезентативная выборка, а здесь 36 тысяч. Также она однородна, то есть я не смешиваю все это в кучу, есть отдельно первичный, вторичный рынок, есть отдельно по классам, то есть это однородная выборка, однородные выборки. Поэтому это очень важно для исследования, друзья. А теперь, опять же, отвечая на вопрос, ну, вы можете себе представить риэлтора, который, сидя там дома где-то, да, на диване, просматривая интернет, может обработать 36 тысяч объектов с помощью своих глаз и рук. Это, друзья, нереально, даже если это будет несколько агентств делать одновременно, это нереально просто обработать. Поэтому еще раз говорю, мы с вами
точно и совершенно должны понимать, что отталкиваемся от предложений, которые выставляются для продажи. Это не проданные квартиры. Надеюсь, я опять вам пояснил, что такое предложение и что такое квартира проданная. Мы видим, что 36 800, что на 1,4% больше, чем это было в марте месяце, то есть количество или желающих продать свою недвижимость опять становится больше, чем количество людей, которые хотят купить. Следующий, мы говорим параметр, это стоимостной параметр. Говорим о средней стоимости квадратного метра, вторичный рынок, социальное жилье. Показываю указкой. Буду говорить только в процентном соотношении, друзья. За месяц недвижимость подешевела на 0,27% данного класса. Также напомню вам, что весь 2025 год с какого-то перепуга в городе Одесса стоимость квадратного метра недвижимости, как и жилой, так и коммерческой, показывала нам динамику роста. А вот уже 3 месяца, как 2026 года, как мы видим, незначительная, но все-таки динамика снижения. И это, друзья, как я предполагаю, я всего лишь предполагаю, что это тенденции. То есть пока 3 месяца пройдет, еще 3 месяца, каждый месяц я записываю подобное видео. А вот когда уже 6 месяцев мы будем видеть снижение, мы смело можем говорить, что это уже тенденции или тренды, которые будут продолжаться до конца года. Пока это всего лишь предположение о том, что рынок недвижимости меняется не в сторону увеличения стоимости квадратного метра, а наоборот, в сторону снижения. А следующий показатель, друзья, социальное жилье – это аренда. Здесь мы сравниваем не месяц к месяцу, а сравниваем квартал к кварталу. То есть четвертый квартал, видим здесь декабрь месяц 2025 года, сравниваем с, естественно, мартом 2026 года, это первый квартал. Видим, что рост за квартал по аренде плюс 1,23%. Дальше в конце видео досмотрите, будем более подробно говорить об аренде, много это или мало. Я подробно вам расскажу, что такое пассивный доход, ну или постараюсь рассказать в рамках того времени, которое там себе отметил, где-то порядка 30 минут буду с вами общаться. Эконом-комфорт бизнес-класс, друзья, это вторичный рынок также. И здесь мы видим незначительную динамику роста, плюс 0,10% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим, что квартиры эконом-класса показывают нам динамику снижения. Минус 0,16% за месяц. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также показывает динамику снижения за месяц минус 0,20%. Ну и первичный рынок элитный класс показывает также динамику снижения минус 0,14%. Друзья, обратите внимание, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. Давайте на примере только первичного рынка. Первичный рынок квартиры эконом-класс $643 за квадратный метр и первичный рынок элитный класс $1431 за квадратный метр. То есть вы чувствуете, какая большая разница между стоимостью недвижимости. Поэтому в своих исследованиях я применяю еще один научный метод. Это метод классификации. То есть я классифицирую рынок недвижимости, и только так можно понять, что происходит с данным рынком. Переходим обобщенных данных, помните, я вам напоминал метод дедукции, уже к частным данным или более декомпозированным, где мы рассмотрим более